Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк. И сегодня мы немножечко погрузимся в еще не вышедший клип реаниматора под названием I Tried Today. Благо информации у нас предостаточно. Итак, не будем тянуть. Ну и мы начинаем. Ну а начнем с кое-чего неприятного. Дело в том, что с 4-го сезона у Абигейл сменится актер озвучания. Ну а теперь по порядку. Как известно, Абигейл, Азуру и Церис озвучивает одна и та же актриса — Амелия Мейдер. Но так уж вышло, что в 4-м сезоне Азура и Абигейл, по словам реаниматора, неизбежно встретятся. И по мнению автора, зрителю будет попросту сложно воспринимать речь двух персонажей, озвученных одним голосом. Лично я с этим не согласен, так как смотрел множество проектов, где два разных персонажа были озвучены одним актером. И не вижу в этом никаких проблем. По итогу голосования, которое проводил Рейн, большая часть участников Discord сервера проголосовали за рекаст голоса Абигейл, так как многие ассоциируют голос Амелии именно с Азурой. Что ж, я даже рад тому, что зрители выбрали именно рекаст озвучания Абигейл, так как с точки зрения лора изменение голоса после протыкания шеи мечом звучит весьма логично. Что касается сюжета, то он продолжит концовку 3-го сезона. Как говорилось в анонсе клипа, после смерти Пиглинского короля в Незере разгорается восстание, члены которого не согласны с политикой лидеров империи Незера. И они составляют планы битвы для освобождения оккупированной столицы Пиглинского королевства. На данном изображении мы видим брифинг повстанцев. И первым, кто действительно бросается в глаза, является Акуи Азерлуман. Она наполовину Незеркин, как Абигейл, а наполовину Блейзеркин, как Скорч. И по слухам, даже является дальней родственницей рода Кристоферов. Акуи родом из королевства, расположенного в биоме Пескадуш, и технически является демоном, владеющим магией пиромантии, а точнее пламенем душ. По всей видимости, но раз уж она находится среди лидеров на собрании, она и является одним из предводителей несгоревшего восстания. Но помимо нее к ним также относится и Урграк, лидер борцов за свободу. И именно он и возглавит пиглинов, отколовшихся от альянса с империей Незера. Хотя это спорный момент, учитывая, что изначально лидером пиглинов должен был оказаться такой же пиглин — Мариус, а не пигман, дезертировавший из войск империи Незера. Также на собрании находится и Версгард Вартон, пигман и по совместительству медик отряда повстанцев. По слухам, он является ветераном гражданской войны, развязанной лже-королем пигманов в Hard Pill to Swallow. И насколько я понимаю, его основным оружием является небольшой топор, хотя это еще не подтверждено. Герой находится в каком-то подобии замка, который, по-видимому, является основной базой сопротивления. Их силы еще называют несгоревшим восстанием. И сначала я подумал, что это замок Пиглинского короля, но потом понял, что в данной структуре нет ни единого чернитного блока. И, скорее всего, данный замок находится где-то в биоме Багрового леса. Ну, судя по антуражу. В общем, персонажи изучают карту Незера. К слову, именно эту карту мы уже видели в клипе Eternal у Кейна, но немного в меньшем масштабе. А данная карта была немного расширена, и теперь нам к просмотру доступно больше локаций. На ней отмечены территории, оккупированные империей Незера. Они отмечены флагом Орды, а также освобожденные территории, отмеченные пиглинским знаменем. Есть еще несколько других флагов, но я не думаю, что они будут иметь значение в данном клипе. К примеру, голубой баннер с узором черепа — это флаг визоров из искаженного леса, а баннер с узором черного креста — это флаг нежити из багрового леса. Но это лишь предварительная информация, и она может со временем поменяться. Как я понял, повстанцы планируют совершать атаку на многострадальный бастион, который уже и так был подвергнут нескольким нападениям от Сиары в Найтмерс до крестоносцев Эндерстоуна в Eternal, и который с тех пор явно стал более укрепленным, получив большее подкрепление воинов империи Незера для защиты границ. Скорее всего, войсками на данной территории управляет Аврора Голдфист, девушка-пигман по прозвищу Золотой Кулак, являющаяся лоялисткой империи Незера. И исходя из дополнительных материалов, она тоже пережила гражданскую войну. Потеряла руку, получив золотой протез, и из-за этого даже презрительно относится к расе визоров, в том числе и к Наеусу. Но при всем этом она все еще верна идеям своего императора. Вот такой вот парадокс. В общем, в пылу данного обсуждения к базе повстанцев приходят Дуркал Хордер и Баттер Базалт Волкер, приведшие с собой Абигейл. И, судя по всему, даже рядовые бойцы восстания будут шокированы возрождением принцессы и нахождением ее в полном здравии.
Нави. Ну, во всяком случае, если так можно выразиться, о немного обгоревшем человеке. Ведь она законный наследник престола Незера и явно сможет стать хорошим символом противостояния тирании Наемуса, возглавив данное восстание. И из-за этого, скорее всего, Стража с превеликим удовольствием и отведет принцессу и близнецов на собрание лидеров восстания. И вот тут я бы хотел вернуться к тому, что Дуркл и Баттер являются наемниками, и у них был заказ на поиск тела Абигейл. Но я очень сомневаюсь, что Куи или кто-то из присутствующих персонажей вообще является нанимателем близнецов, поскольку все эти персонажи были придуманы уже после релиза финала третьего сезона Fractures. Хотя, справедливости ради, это было бы даже логично. Но раз уж Абигейл возглавит восстание, разве это не нарушит контракт близнецов и их нанимателя? Я почти уверен, что им за эту работу дали аванс. Но поспешу остудить пыл. Даже если дела обстоят так, это не значит, что у них могут появиться проблемы с их нанимателем. В Via the Danger XL нам четко показали, что клиент хотел, чтобы пиглины отнесли тело принцессы подальше от рук короля Незера. Но это не значит, что тело обязано было быть доставлено на адрес проживания нанимателя. И технически получается, что близнецы выполнили свою миссию. И теперь, с чувством выполненного долга, они могут заниматься своими делами. В данном случае, они предпочитают помочь законной наследнице вернуть свое место на троне. Присоединившись к лидерам восстания, Абигейл, разумеется, переоденется в свой костюм искателя приключений и событий Poison. Но откуда на базе восстания вообще взялся этот костюм? А черт его знает. Ну, тут, конечно, можно построить шизотеории, что якобы Поркшир из-за того, что был верен Абигейл, решил сохранить ее старые вещи после того, как она умерла, но это звучит слишком странно и стрёмно. Так что мне приятнее считать, что пиглины просто сделали ей новый костюм на основе одного из ее предыдущих. В конце концов, пиглины главные поставщики материалов в Незере, и мне кажется, что это для них будет не сильной проблемой. Также у Абигейл в очередной раз будет короткая стрижка, потому что кое-кто забыл о том, что раньше у нее были длинные волосы. А еще она получит новое оружие, явно сделанное из того, что попалось под руку. Этот двухсторонний меч выглядит слишком небрежно, чтобы его можно было назвать качественным оружием. Но тяжелые времена требуют много ресурсов, а у восстания они вряд ли в избытке. Да и к тому же Абигейл уже привыкла биться с помощью подобных вещей, ведь тренировалась сражаться с самого детства. Хотя я ожидаю увидеть в ее руках и лук. И вот, обсудив план нападения, повстанцы во главе с Абигейл отправляются маршем сквозь долину песка душ в направлении бастиона. И тут не совсем понятно, то ли они уже давно зачистили данную территорию от влияния имперских войск, то ли они занимаются этим во время пути. По итогу, разумеется, они все же доберутся до бастиона, где и произойдет основная битва. Думаю, до этого в бастион уже посылались повстанческие войска, однако до этого его не удавалось отбить. И причиной явно будет являться тот факт, что среди рядов имперской армии начали появляться суперсолдаты, такие как Гуктарк, Визарпик. Он наполовину Визер, а наполовину Пигман, обладающий чрезвычайно высокой устойчивостью к боли, вплоть до полной неспособности ее ощущать. Исходя из дополнительной информации, Гуктарк способен заражать своих врагов проклятием иссушения, а также создавать магму, ударяя своим молотом по земле. Но сразу предупреждаю, последнее может быть не совсем канонично. И именно с ним персонажем предстоит биться. Я, конечно, не сомневаюсь в том, что Абигейл уж точно сможет его победить, но на этот бой я бы с радостью взглянул. Ведь в данном случае у нее не будет звезды Незера, которая и дает немалую прибавку к силе и выносливости. А Абигейл давненько не сражалась без ее помощи. Могла немного и растерять форму. Но это только в том случае, если ее сила не является врожденной и если ей не принесут другую незерскую звезду, по типу той, которой пользовалась Кая. И тут стоит вернуться к тому, что я сказал в самом начале данного ролика. Вы же помните, что в концовке Via the Danger XL Азура осталась в Незере? И я почему-то сомневаюсь, что без крыльев она сумела вернуться домой. Но и в плен она попасть не могла, так как имеет при себе мощное оружие. А значит, мы можем увидеть то, как она присоединится к несгоревшему восстанию. И, возможно, с помощью своего пистолета и меча поможет Абигейл победить оппонента. Но в каком клипе это произойдет, в этом или в каком-то другом, увы, не могу сказать наверняка. Но было бы весьма круто. Хотя с большей вероятностью, поскольку данный суперсолдат может обладать магией управления магмой, магмомантией, то его и должен победить один из тех, кто обладает подобной магией. Как говорится, клин клином вышибает. А поскольку мы уже знаем, что Баттер владеет подобной техникой, он и должен быть тем, кто окажет Абигейл помощь в сражении. Что касается масштаба сражения,
также возникают вопросы. Отобьют только бастион или же будет продолжение битвы в другой локации? Ну, с точки зрения логики, восстание вряд ли продвинется дальше данного бастиона, так как я сомневаюсь, что только сформировавшееся восстание обладает достаточным количеством воинов и ресурсов для этого. С точки зрения динамики же, в клипе должен произойти не один бой, а поэтому есть вероятность, что столица Пиглинского королевства также будет отбита. В целом, это все, что я могу сказать по грядущему клипу. Его релиз ожидается в начале марта, а сама песня выйдет через несколько дней. Если вы смотрите этот ролик после 23 февраля, то песня уже вышла и можно отправляться ее слушать. Я пишу этот сценарий в середине месяца, поэтому могу в чем-то ошибаться. Но все, что хотел сказать, я сказал здесь. И в ролике с разбором клипа vs Denji XL. Советую с ним ознакомиться, если кто-то не видел. Ну и если стиль самой песни будет похож на последний релиз Give Me Love, то песня должна получиться весьма крутой. Ну а теперь вернемся к сюжетной линии крестоносцев. Как и было предсказано, возможно, что под конец клипа герои отправятся в Незербейн, чтобы передохнуть. В конце концов, это самая ближайшая населенная локация к тому месту, где будут происходить события клипа. Там же они могут повстречать Кейна и офигеть с того, что они лишились одного из кристаллов. Ну и как минимум у 2 персонажей из этой троицы должно бомбануть. Кто это будет, решайте сами. Как и было предсказано, все они собрались в таверне Незербена для передышки и обдумывания дальнейших действий. Но в данном случае у их одежды обновился дизайн. И теперь он похож на дизайн персонажей из сериала «Война Эндерских королевств». К примеру, костюм Стеллы явно вдохновлен костюмом Гвендолин. У нее появилось подобие плаща, но скорее это юбка, темный наряд с фиолетовыми нитями. У груди появился белый драгоценный камень, прикрепленный к платью. Есть даже короткие черные сапожки. Отличие лишь в цвете, а также в отсутствии чулок. Не хватает только посоха, и можно будет идти в бой. Амбудирование Рейна также стало более соответствовать костюму воина. Теперь он носит сет фиолетовой брони, в котором видны черные шлейфы и небольшой пурпурный драгоценный камень посередине вместо бирюзового. Да и в целом, броня очень сильно напоминает сеты Скайлор и Элизы из событий столетней давности. А вот его шрам под глазом, на мой взгляд, хоть и начал постепенно заживать, но выглядит чуть хуже, чем тот, который у него был на протяжении 3-го сезона. Что касается одеяний Кейна и Сиары, то они изменились, но в меньшей мере. Если Рейн и Стелла переоделись почти полностью, то эти двое просто надели поверх своей привычной одежды различные дополнения. Серые и темно-серые наручи, обвесы, ну и тому подобное. На мой взгляд, их стиль одежды немного выбивается из обычного стиля. Но это не так уж и плохо, учитывая, что они вчетвером являются посланниками Эндера. А Эндер — это слишком своеобразное измерение. У меня другой вопрос. Откуда крестоносцы вообще взяли эту одежду? Но мне кажется, что ее им сшили незербейнцы. Это лучше, чем считать, что одежду им выдал Ланс. К тому же, даже реаниматор говорил, что у незербейнцев существует архив записей, состоящий из дневников и книг жителей Эндера, которые попали в Overworld из-за войны, развязанной Лансом, и из которых они черпали всю основную информацию. Из подобных записей, к слову, Кейн и узнал о существовании Ланса, а также о его способностях в событиях Poison. Что же касается Ланса, то, во-первых, он каким-то чудом тоже очутился в Незербейнской таверне. Понятное дело, он умеет телепортироваться, но странно, что он не остался в безопасном месте. Хотя замок Фростборна подвергся атаке, так что я могу понять, почему он оттуда свалил. Возможно, хотел найти более безопасное место или предупредить крестоносцев о случившемся. А значит, его воссоединение с дракона-человеком может произойти в ближайшее время. Я напоминаю, что тут недалеко располагается болото. Но в данный момент Ланс явно обуревает гнев при виде Эндер-кристалла. То ли из-за того, что хочет пнуть Кейна за уничтожение другого артефакта, я бы поступил точно так же, то ли он просто хочет присвоить данный кристалл себе. Безусловно, он ведет себя более сдержанно в сравнении с тем, как вел себя около сотни лет назад, но все равно подвержен эмоциональности. Хотя я рассчитывал, что он будет орать на всех присутствующих за подобное отношение к древним артефактам. Но даже Ланс понимает, что в этой форме он не бессмертен и слишком слаб, поэтому, видимо, и решил воздержаться. И я вообще не ожидал, что в эпизоде I Try Today тоже появятся крестоносцы. Ладно, специальные сцены для концовки 3-го сезона, но это открывающая серия про восстание Абигейл. И оказалось, что они, судя по всему, действительно направятся в Незер. Я не могу точно сказать, с чем это связано, ведь тут может быть множество причин. От того факта, что они пойдут разбираться с Наиусом, и до того, что Кейн действительно является клиентом близнецов и пойдет узнавать о статусе своего заказа. А
А может быть, крестоносцы пойдут спасать Азуру. Причин может быть много, но я готов поставить на то, что Кейн хочет вновь заключить альянс с Абигейл, узнав о ее возрождении. Тут же мы видим и то, что Элайт все же пережил битву на далеких равнинах и не погиб, сука. Тебя убили! Да, к сожалению. Но я выжил. Фух. Как стало известно, он владеет портальной магией, как Кая и Стелла, и способен открывать порталы по собственному желанию. Их с их помощью сумел вовремя убежать, избежав пронзания мечом Хоксфорта. Ну и видимо, он является основным разведчиком Незербейна, раз уж может спокойно перемещаться по Незеру. А значит, он и мог являться тем самым клиентом Пиглинов, разумеется, под руководством Кейна. А ведь мною раньше Элайт воспринимался как Церис, ну а теперь воспринимается как командир Бродс, который покидает поле боя. Да, так обесценивать жертву персонажей еще надо было постараться. Ну да ладно, вообще, по позе Элайта, я сначала подумал, что это Абигейл пришла в Незербейн за помощью. Ну, типа, Элайт буквально выглядит как чувак, который срочно позвал своего босса для того, чтобы что-то ему показать. Но оказалось, что он в такой позе просто создает портал. Ну да ладно, чувствую, клип будет весьма горячим. Ну и в целом, на этом все. Я благодарю вас за просмотр. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Увидимся когда-нибудь завтра. Пока!